Всем привет! Скорее всего, вы застали на вашем или чужом компьютере систему Windows 7. Ну, как скорее всего? Вы 100% ее пользовались, а некоторые сейчас ее используют в качестве основной системы на своем ПК. До выхода Windows 7 была Windows Vista, которая многим на то время совсем не понравилась. Ее захейтили, систему практически не покупали, несмотря на всеобщую рекламу и предъявленное нововведение в виде нового дизайна, UAC, Windows Search и так далее. Но вот, спустя 3 года вышла улучшенная Windows 7, и она всем внезапно понравилась. Как так вышло, что они сделали и каким в принципе был процесс создания Windows 7? Естественно, для нас этот процесс отражался в виде сборок, которые выходили на протяжении почти 3 лет. Так вот, в этом видео мы будем рассматривать ранние сборки Windows 7. Взглянем на эволюцию создания продукта, которым даже спустя больше чем 10 лет до сих пор пользуются миллионы. В чем секрет успеха этой системы? Наливайте себе чаек, делайте бутерброды или что там у вас вообще имеется, и, наконец, давайте приступим. Как Microsoft пришла к идее создания Windows 7? А все очень просто. Как уже было сказано в начале, Vista была долгостроем. Разработка началась в 2002 году под названием Windows Longhorn и закончилась только в конце 2006. За эти 4 года в компании происходил такой кавардак, что подобное, наверное, уже можно было приравнивать к восстанию рабов в Древнем Риме. Что именно там выпускалось, какой была Windows Longhorn и какой там был бардак, более подробно рассказано в одном из роликов на моем канале. Как раз есть подсказка, заметили? Так вот, что-то мы отвлеклись от темы. Microsoft в самом конце ноября 2006 года выпустила Windows Vista, сначала для корпоративных пользователей, а в январе 2007 система была выпущена для всех. И знаете что? С первых месяцев система показывала просто плохие результаты по продажам и статистике использования среди пользователей. По сравнению с Windows XP это просто феноменальный провал. Пользователи в большинстве своем были недовольны системными требованиями, а по сравнению с XP требования у Vista были вполне себе солидные на то время. Плохой производительностью системы, нереализацией обещанных функций, проблем с драйверами для старых устройств, и этот список еще не заканчивается. А после выхода Windows Vista Билл Гейтс так вообще ушел из компании, но не из совета директоров. Microsoft, смотря на все это, понимала, что так оставлять все это нельзя и нужно что-то делать. И почти сразу после выпуска Vista Microsoft начала разработку новой версии системы. Всего Windows 7 разрабатывалось почти 3 года и было слито в интернет 84 сборки. Эти сборки, как всегда, имеют таймбомбу или же конечный срок жизни, после которого система откажется запускаться. Здесь мы рассмотрим только самое основное и значимое, поэтому начнем со сборки 6469. Это одна из самых ранних на момент создания видео бета-сборок Windows 7. Она увидела свет 2 октября 2007 года и относится к Milestone 1. Установщик в этой сборке никак не отличается от оригинальной Windows Vista, от слова совсем. Да даже в самой системе пока еще имеется куча наименований о Windows Vista. И чем же она тогда отличается от оригинальной Windows Vista? Думаю, стоит начать с того, что здесь, кроме всем привычной корзины, теперь имеется ярлык о том, как составить отчет How to share feedback. И мне кажется, что он не менялся аж со времен бета-версии Windows Vista. Но есть и другие изменения, такие как изменение ядра Windows NT до версии 6.1, полное удаление классического варианта меню пуск из системы, удаление в панели управления кнопки возвращения к стандартному формату показа настроек, которая была в левом меню, кнопка просто переехала в сами пункты с выбором категории, изменение цветового градиента строки действий в проводнике, супербар, о котором я расскажу позднее, и появление Windows PowerShell как стандартного приложения. Кроме всего этого, в системе есть необычный экран загрузки, который будет показываться, когда в MS Config вы установите галочку No GUI Boot. И данный экран загрузки был эксклюзивным и доступен был только в этой сборке. При запуске какого-либо системного приложения, которое требует права администратора, можно заметить, что приложение имеет подпись издателя как Wax Build Account, а установщик системы так вообще будет называться как Microsoft Windows Test. Так вот, ранее я говорил о таком нововведении как Супербар. Это как раз таки новая панель задач, и ее можно включить через редактор реестра. Для этого мы идем по пути, которым указано в самом видео, создаем там папку с названием TaskBand,
Внутри этой папки создайте dword параметр под названием can_has_superbar и присвойте ему значение 1. После этого вы перезапускаете explore.exe и хоба! Вот и новая панель задач. Здесь уже имеется какая-никакая группировка. Если мы откроем два окна, например, корзину и компьютер, который держится на процессе explore.exe, то кнопки для открытия этих окон будут приклеены друг к другу. Также при наведении на какую-либо задачу в панели показывалось новое окно предпросмотра, которое не работало, о чем даже намекает заблокированная настройка в свойствах панели задач. Как уже можно заметить, работа над новой версией Windows с кодовым именем Windows 7 потихоньку начинается, а дальше будет еще интереснее. Windows 7 Build 6608. Данная сборка вышла 11 мая 2008 года, и по сравнению с предыдущей обозреваемой сборкой, здесь уже есть много чего интересного, даже в процессе установки. Установщик здесь остался еще со времен Windows Vista, но экран загрузки сделан абсолютно по-новому. Картинка сделана в стиле той же Windows Vista, но здесь имеется анимированная бликовая полоска, которая показывает тот факт, что система жива и исправно загружается. После установки системы перед нами появляется первоначальная настройка, которая сразу же просит ключ активации. Но так как это бета-сборка и все делается в ознакомительных и образовательных целях, то мы по сути имеем полное право пропустить этот этап и идти дальше. После этого уже предлагаются банальные этапы с вводом имени будущего аккаунта, имени компьютера, предлагаемого аватара и фона рабочего стола. В самом конце первоначальной настройки будет этап с вопросом о том, где используется эта сеть, к которой вы только что подключились. Естественно, я сейчас дома, и поэтому сеть будет домашней. А если вы выбираете домашнюю сеть, то дальше нам предлагают настроить будущую домашнюю группу. А именно, какими папками разрешить делиться со всеми компьютерами, которые находятся в одной сети с вами. Когда первоначальная настройка уже завершена и нам за это говорят thank you или же спасибо, то появляется экран приветствия и начинается вход в наш созданный аккаунт. Как уже можно заметить, стиль системы остался еще из Windows Vista, но практически во всех местах название системы было изменено на Windows 7. Это название, пусть тогда оно было в виде кодового имени, теперь станет окончательным. После входа перед нами появляется окно «Добро пожаловать», и вот перед нами рабочий стол. С виду можно сказать, что тут ничего не поменялось. Тот же фон, такая же тема оформления, такие же виджеты в правой части экрана. Но не тут-то было. Во-первых, начнем с того, что на панели задач появилась кнопка для быстрого сворачивания окон. Кнопка, а не ссылка, как это было в ранних версиях. Во-вторых, здесь изменилась кнопка для показа неактивных значков в трее. Теперь неиспользуемые значки в трее не выдвигаются, а просто показываются в отдельном открывающемся окошке, которое пока не очень презентабельно выглядит. В-третьих, здесь дебютировала такая функция, как Windows Health, ранее называвшаяся как Security Center, или же в русской локализации как Центр обеспечения безопасности. Новая функция собирала различные уведомления, которые касались безопасности системы, защиты от вирусов, уведомления от Windows Defender и программы резервного копирования Windows Backup. Изменению подверглась не только панель задач. Например, преобразилось окно о программе, которое не менялось со времен выхода Windows 2000. Появилось огромное количество пунктов в панели управления. Device Center, ярлык для открытия редактора системных значков трея, Recovery Center, который позволял сбросить ваш компьютер к первоначальному состоянию, но на деле здесь работал только первый пункт, и то он открывал восстановление системы. Feedback, где мы могли создать отчет в бактрекере Microsoft, но для этого надо иметь аккаунт в Live ID, ныне аккаунт Microsoft. Manage Activities, PC Safeguard, который здесь не работает, и Windows Keyring. Это что-то типа современных хранителей паролей по типу OnePassword, LastPass или тот, что встроен в вашем обозревателе интернета. Windows Media Player получил новый дизайн, но пока не обновился до новой версии. Появились новые библиотеки, мелкие дизайнерские изменения в проводнике и, наконец, самое интересное – это голосовой помощник, а точнее его прародитель – Activity Everywhere. Суть его была проста. Например, читаете текст и хотите узнать, что значит какое-либо слово. Без проблем. Наведи на него и нажми Win-Shift, и перед тобой откроется список действий, или же так называемых активностей. По стандарту в бета-сборке их было всего 4. Найти в интернет-словаре, найти на картах, найти в MSDN и найти через Live Search. Можно не только наводить, но еще выделять и говорить действия, нажав Win-Ctrl и имя действия, которое вы задали в настройках.
На этом нововведения в этой сборке заканчиваются, но подождите, а где та новая панель задач, которая была в предыдущей сборке? Она все так же спрятана, но в этой сборке спрятана не только новая панель задач. А открыть нам это все поможет утилита BluePill. Эта утилита открывает все скрытые функции бета-сборок Windows 7, и работает она как раз таки начиная со сборки 66.08. Установка проста как дважды два. Запускайте ISO-образ, нажимаете правой кнопкой мыши по приводу в проводнике и нажимаете Install BluePill. После установки вас попросят перезайти в аккаунт, и вы увидите не только тот самый супербар, который в этой сборке претерпел маленькие изменения, но и скрытый новый дизайн калькулятора, который так и не вошел в релиз, недоделанный в стиле Office 2007 новый дизайн WordPad и прокачанный Paint с кучей новых инструментов. Как уже понятно, разработка идет полным ходом, и как-либо сбавлять темп не собирается. А следующей сборкой будет Windows 7 Build 6801, выпущенная 13 сентября 2008 года и представленная на Professional Developers Conference в том же 2008. Данная сборка уже содержит переделанный экран установки без каких-либо дизайнерских замашек из эпохи Windows Vista, а все надписи Windows Vista были заменены на Windows 7 окончательно. Кроме дизайна установки, здесь опять преобразился экран загрузки системы и изменился экран входа. Здесь изменению подверглась стандартная тема оформления, супербар до сих пор не включен по умолчанию, но при этом сделали окошко с неиспользуемыми значками в трее более презентабельным. В этой сборке удален Windows Mail, календарь Windows, конференц-зал и появились настройки устройств биометрии в панели управления. Ну и как же тут не сказать о том, что Paint получил полный редизайн. В персонализации появилась такая функция, как слайд-шоу из фонов рабочего стола, картинки которого будут меняться через заданный промежуток времени. Никаких гаджетов рабочего стола по умолчанию теперь не выставляется, а Windows Media Player обновился до 12 версии и получил тот самый дизайн, который не меняется до сих пор. И кое-кому эту программу уже давным-давно пора выпилить в ноль. Супербар в этой сборке уже отдаленно начинает напоминать релизный вид. Точно так же и с калькулятором. А далее уже пойдут сборки, которые в некоторых кругах очень известны и, наверное, даже знамениты. И если прошлая сборка была выпущена 13 сентября 2008 года и предыдущие сборки имели название Milestone 1, 2 и 3, то через 2 дня, а именно 15 сентября 2008 года, Windows 7 перешла в стадию бета-тестирования и вышла сборка Windows 7 Build 6910. С этой сборки появилось такое понятие, как режим восстановления, слегка изменилась кнопка «Пуск», но при этом супербар до сих пор не был включен по умолчанию. Ушла панель быстрого запуска, обновилось приложение «Приступай к работе», оно стало напоминать уже релизный вид, а классическая тема, так скажем, слегка потолстела. Кстати, если вы не заметили, то здесь уже другой фон рабочего стола. Стилистика Windows Vista ушла окончательно. На фоне рабочего стола изображена рыбка бета, что по сути является неким каламбуром со стороны Microsoft от слова бета. А вот Windows 7 Build 7000 вряд ли нуждается в каком-либо представлении. Это по сути одна из самых популярных бета-сборок Windows 7 в принципе. Эта сборка вышла 12 декабря 2008 года. Самое яркое отличие от прошлых рассматриваемых нами сборок в том, что здесь по умолчанию включен тот самый супербар, о котором постоянно говорилось в этом ролике. Старый дизайн панели задач можно вернуть в настройках этой самой панели задач, что в принципе очевидно. Здесь изменили все годовые копирайты на 2008 год, что зря, так как им придется все позже менять еще раз. Обновились некоторые значки системных приложений, и они стали выглядеть как в релизе. Экран загрузки и первоначальная настройка снова подверглись изменению. Они стали выглядеть точно так же, как в релизе. Теоретически, работа над системой подходит к своему завершению. Остаются только различные мелкие исправления и косметические обновления. На них мы не будем особо заострять какое-либо внимание. Время шло своим чередом. Компилировались сборки, исправлялись старые баги, добавлялись новые, и Windows 7 получил статус RC, или же, говоря понятным языком, кандидата к итоговому релизу. Что странно, Windows 7 получила RC статус в ноябре 2008 года, но при этом до конца 2008 выходили сборки в бета-ветке. И первым, как минимум самым доступным для тестирования на момент снятия видео, является сборка Windows 7 Build 7022. Здесь ничего такого суперского по сравнению с 7000-ной сборкой уже не добавят. Подумаешь, добавили новые демо-композиции, которые останутся в релизе, WordPad и Windows Media Player получат новые иконки,
А в панели управления ссылку «Показать все элементы» превратят в список «Показывать как» и перенесут в правый верхний угол. Косметические изменения косметическими изменениями, но в этой сборке Internet Explorer 8 вышел из бета-теста и стал готовым к релизу в общественной массы пользователей. А в остальном здесь точно так же, как было в 7000-й сборке. Время снова идет. Windows 7 апнулась до статуса Pre-RTM, заменили стандартный фон рабочего стола и экран приветствия на тот, который мы все прекрасно видели и, вероятно, до сих пор видят каждый день. Исправили оставшиеся баги и всяческие ошибки. Позже проект дорос до RTM Escrow, где экспериментировали с созданием редакции без Internet Explorer и Windows Media Player. И 14 июля 2009 года проект наконец-то дорос до RTM, и в свет выходит сборка 7600. Статус RTM означает тот факт, что система полностью готова к своему выпуску, розничной продаже и рассылке производителям оборудования. Вряд ли тут можно что-либо рассказать, ведь это сборка системы, которую мы все знаем, все мы ей пользовались и пользуются до сих пор. Таким образом, разработка этой версии системы подошла к концу. А теперь можно перейти и к другим вопросам. Популярность системы. В июле 2009 года были открыты предварительные заказы Windows 7 в Amazon, и ажиотаж был настолько большим, что за 8 часов спрос покупателей на Windows 7 достиг показателей продажи Windows Vista, а для Vista такие показатели были достигнуты только через 17 недель после релиза. Но это еще не все. Windows 7 стала самым кассовым товаром в истории Amazon, обогнав 7-ю книгу Гарри Поттера, а через 3 недели после старта продаж в октябре 2009 года доля Windows 7 в мире сразу достигла 4%. Для Windows Vista такой мировой показатель был достигнут только через полгода. В июле 2010 года Microsoft заявила о продаже 175 миллионов копий Windows 7, и это только лицензия, представьте, сколько пираток было. А в 2012 году было продано уже 630 миллионов, но в это число также включаются и OEM лицензии. Первые дни продаж в Японии также были отличными, там лицензии Windows 7 раскупили меньше чем за 2 дня. И на этом моменте мы плавно переходим к редакциям системы и вопросам обновления. На старте продаж было 6 редакций: Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise и Ultimate. Стартер по классике: минимальное количество функций, никакой персонализации, только x86 издания, без возможности поддержки нескольких мониторов, никакого Windows Aero, эффектов и максимум разрешено только 2 ГБ АЗУ. Это издание впервые не содержит лимита на одновременно открытые программы, не распространялось только с новыми компьютерами. Home Basic. Снова без какого-либо Aero и его эффектов, поставляется не только в x86, но и в x64. Никакого Windows Media Center, никакого BitLocker и максимум можно только 8 ГБ АЗУ. В Home Premium добавляется Windows Aero, система восстановления, мультимедийные функции, игры наконец. Поддержка устройств с технологией Multitouch и увеличивается лимит на принятие АЗУ до 16 ГБ. Редакция Professional добавляла режим Windows XP для запуска старых программ, систему шифрования EFS, подключение к домену, поддержку нескольких процессоров и дополненные функции удаленного рабочего стола. Начиная с этой редакции, лимит АЗУ был повышен до 192 ГБ. Корпоративная редакция была доступна только по специальным лицензиям и не была доступна в розничной продаже. Здесь были доступны возможности BitLocker, поддержка Unix-приложений и поддержка многоязычности. Ultimate содержит все возможности всех редакций, кроме Starter. Некоторые могли заметить, что некоторые возможности и лимиты в редакциях Windows 7 совпадают с Windows Vista. И вы в этом совершенно правы. Кроме всех редакций, которые были озвучены выше, существовали редакции без каких-либо приложений и Internet Explorer, но появилась семейная лицензия и редакции для банкоматов и терминалов. А в Японии существовало такое дополнение, как Windows 7 Anime CD, которое включало в себя темы оформления, фоны рабочего стола с аниме-девушкой, которая олицетворяет Windows 7, звуковую схему и прочую мелочь. Хороший вид продвижения. А что в плане обновления? До Windows 7 можно было обновиться только из-под Windows Vista. Обновление с Windows XP до Windows 7 официально не поддерживается, что вызвало массу вопросов среди пользователей. Лично я в этом вижу хитрый маркетинговый ход. А если у вас установлен на Windows 7 Home Basic и вы хотите обновиться до более высшей редакции, например до Ultimate, то Windows Anytime Upgrade вам был бы в помощь. Теперь, когда о редакциях и обновлении мы поговорили, то самое время поговорить и о поддержке.
В системах Windows есть две фазы поддержки – основная и расширенная. Во время основной поддержки системы Microsoft, кроме обновлений безопасности и фикса каких-либо багов, создает обновление, которое добавляет какой-нибудь новый функционал. Когда основная фаза поддержки прекращается, то жизненный цикл поддержки системы переходит на расширенную, которая содержит только обновление безопасности и исправление уже имеющихся багов. Так вот, основная поддержка Windows 7 завершилась 13 января 2015 года, а расширенная завершилась 14 января 2020. Однако после завершения поддержки Windows 7 появилась платная поддержка, которую можно было оформить за определенную сумму и тем самым получать обновления до 2023 года. Но на момент снятия видео недавно ходили слухи о том, что платная поддержка может быть продлена до 2026 года. Останется ли это все слухом или все-таки это будет подтверждено, неизвестно. Покажет время. Фу, вроде бы мы ничего не забыли. Ах, да, точно, а что ж в итоге-то? Windows 7 определенно стала культовой версией OS от Microsoft наравне с XP. Летом 2012 года доля рынка Windows 7 превысила долю XP, тем самым став самой популярной версией Windows в мире. Лидерство она держала до конца 2018 года, пока ее с лидеров не свергла Windows 10. По данным сайта StatCounter, Windows 7 на момент выпуска видео занимала мировую долю в 11%, 21% в России и 25% в Беларуси. Система определенно заслужила свое место в истории, какой бы она для кого-то хорошей или плохой ни была. А что вы думаете о Windows 7? Какое ваше впечатление об этой системе? Пишите в комментарии, буду рад их прочитать. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать много интересного и помочь мне достичь 50 тысяч подписчиков. Благодарю всех донатеров и участников, которые помогли мне в создании этого видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!